Привет, мой видеодневник. На дворе 2020 год. Всем привет, ребята. Привет, давненько я не появлялся на канале. За это прошу прощения, потому что народ, подписчики просят продолжение темы с котлом, с автоматизацией на Ардуинке, продолжение с сигнализацией. Но я, честно говоря, немножко подвыгорел, и у меня нет пока желания, у меня апатия, оно движется очень медленно, скорее пока для себя, то есть выкладывать недоделанный сырой, такой вот еще один, как и первый сырой скетч там и все остальное, пока не резон, потому что вы будете задавать вопросы так же, как то, как это, а я не смогу быстро, оперативно помогать каждому, поэтому... К сожалению, пока это все на паузе, но что могу сказать, скоро у меня будет автоматизация еще одного котла, опять же, для себя. У меня то, чем я занимался последние 10 лет, сейчас разваливается. Ну, в силу того, что везде идут глобальные оптимизации, точнее, те работы, которые раньше можно было выполнять и зарабатывать себе денежку на хлеб, сейчас выставляются на торги, и в наш маленький муниципальный городок провинциальный приходят со средней полосы компании, которые обслуживают и ремонтируют и так далее. То есть там, где родился, там и пригодился, уже эта версия не катит. И мне приходится изыскивать какие-то варианты, чтобы оставаться на плаву. Вот. Я, конечно, могу пойти работать на завод, как и все работяги. Ну, мне кажется, что идя работать на завод, мозг немножко атрофируется в том плане, что ты работаешь с одним и тем же в каждый день. День сурка, будильник, автобус, парковка, столовка, обед по расписанию. И все, я, конечно, в режиме жить отвык, и не могу, меня всегда это угнетало и в армии, и я не могу жить в режиме. Следовательно, значит, нужно изобретать новый велосипед, но поскольку я немножко долго раскачивался, скажем так, накопления, которые были сделаны, они немножко прокушались. По здоровью немножко сдувается. Мне в этом году исполнилось в 19-м 35 уже. И надоело бегать. Ну, то есть, как мальчик по вызову: алло, 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 тут проблема, там проблема, здесь проблема. Вот и сейчас тоже на объекте жду, сейчас автоматика отработает, я посмотрю, как она отработала. Вот. Вопрос в том, что устал бегать, хочу, чтобы ко мне ехали. То есть, у меня есть... Я для себя понял, что чем ты можешь помогать людям, вот тем и помогаю, вот к чему ты предрасположен. Я предрасположен к электронике и автоматике, мне нравится с этим заниматься. Но я не люблю однообразие и день сурка, там, например, как на заводе одно и то же оборудование конвейером идет, вот каждый день одно и то же, в каждый, ну, не могу. А автомобили, это каждый раз разная задача, каждый раз разная проблема. Последние года 3-4 они ко мне маломальски едут, и думаю, почему бы и да. Был продан мой автомобиль любимый, красненький, мой Volkswagen Jetta 2012 года. Видео по нему есть на канале. Автомобиль проехал 180 тысяч на момент продажи. И, ну, я еще долго на него смотрел с таким трепетом, когда он проезжает мимо, он у меня в городе бегает, продолжает. В общем, жаль, но нам надо двигаться дальше. Опять длинное болтательное видео. Ну, у нас уже 300 человек на канале, я в шоке. Что там у меня можно смотреть? Я веду этот свой видеодневник, пересматриваю, какие у меня были мысли, о чем я там думал. Спасибо тем, кому интересно наблюдать за тем, какой фигней всякой я страдаю. Значит, со станками с ЧПУ у меня пока пауза, мне не хватает времени, тем более, что там по первым видео вы можете посмотреть, я делал по соседству со своей мастерской.
кабинетик для супруги. Плюс ко всему основная загруженность, беготня по работе мне тоже не предоставляет свободной минутки, чтобы поковыряться со станками. Хотя периодически я туда добираюсь, так больше для души или ребятам помочь, кому что надо вырезать, если что-то такое быстрое, незатратное по времени. Сейчас кризис, все меняется, денег стало намного меньше, заработков стало намного меньше, работы стало больше, как ни странно, движения стало больше, времени стало меньше свободного и денег стало меньше, средний чек упал. Мне все говорят, поднимай цену, ну я не знаю, я вроде и так как бы ну, относительно недешево беру, хотя вот без фанатизма. Давно хотим отсюда переехать, но на переезд тоже нужны средства. В нашем провинциальном городочке квартиру можно продать, я не знаю, за 300-350 тысяч рублей. Ну, что ты там в средней полосе себе там купишь на эти деньги? Да хрен с маслом, да? Вот. Ну, миллион максимально, это с евроремонтом, там нормально отделанная квартира. Ну, может, сейчас я не ориентируюсь сейчас в ценах, может, сейчас чуть подороже, но вот мы живем в хрущевке, этот хрущ, ну, 1900 может стоит и все. Опять же, в средней полосе на эти деньги никак не закрепиться. Кому интересно, кстати, я могу рассказать, я прошел все этапы именно как вот человек, работающий на себя. У меня была ООшка, у меня ИПшка, и я, если кому интересно, могу рассказать, как вот проще всего стартовать, кто хочет начать работать на себя и заниматься. Если что, напишите в комментариях, я расскажу про свой опыт, как это было у меня, и дам какие-то советы. Ну, может быть, кому-то что-то поможет это. Хотя я не фиг и гуру, но когда я начинал, подсказывать было некому, в YouTube не было никаких каналов, не было канала Рыбакова, не было канала Big Money, не было Трансформатора там и всех прочих. Правда, было начало бизнес-молодости, где-то вот, я не знаю, в середине моего пути, скажем так, и я немножко благодаря бизнес-молодости с одной стороны зарядился драйвом, а с другой стороны наделал ошибок. Не надо было слушать ребят. Ну, тоже, если интересно, расскажу, чего и как. Потом еще из личного опыта, ну, может, кому-то заходит это, кому-то, может, это нравится, но я не советую заниматься Форексом, тоже имею горький опыт. Ладно, это я не туда пошел. Короче, кому интересно, могу рассказать о своем опыте предпринимательской деятельности. Но мой опыт, если вы почитаете книгу Роберта Кийосаки «Квадранты денежного потока», то я нахожусь на стадии, и находился, и нахожусь на стадии работающего на себя. Вот. Может быть, даже где-то вперемешку работающего на дядю, так это назовем, работающего на себя. Вот у меня еще классная книга «Предпринимательский миф». Я забыл, кто автор. Обязательно к прочтению вот таким, как я. Хотя я прочитал и выкарабкаться все равно не могу вот с этой позиции работы на себя. Ну, в этом нет ничего плохого. А теперь немножко отмотаю в прошлое. Значит, я не озвучивал эту информацию. Немножко кадров того, как я буду менять формат своей деятельности. Я приобрел гараж, хочу заниматься автодиагностикой. Я пробовал этим заниматься много лет назад, но у меня не было ни оборудования, ничего. Я делал там из иголок от шприца, делал щупы для снятия измерений мультиметром. В общем, это было такое по-колхозному. Там элементарно клапан EGR на Volkswagen я посмотреть не мог, потому что, ну нечем. То есть, ну, ELM-шки только начали появляться в то время. ELM 327, если кто помнит. Ну, конечно, сейчас распространенный очень адаптер, который у каждого уважающего себя водителя, ну, должен быть, потому что должен быть. Какие-то простые элементарные вещи можно самому отремонтировать. Вот, немножко давайте посмотрим про мой гараж. И постараюсь выкладывать какую-то новую серию видосов, если кому будет интересно. Прежде всего, выкладывать их для себя, чтобы потом посмотреть, как двигался процесс. Ну, а во-вторых, иногда интересно с подписчиками пообщаться.
Вот, кстати, про теплотех, про автоматизацию котла, он работает у меня в мастерской все еще. Там был такой из подписчиков Константин, не помню его фамилию, видимо, человек в возрасте. Он меня стал относительно так атаковать, типа, что я там тупорылый или еще что-то. Я не спорю, может быть, я и тупорылый, и что-то недопонимаю, я не заявлял о том, что я кого-то чему-то учу, как надо делать. Я делаю, снимаю, люди мне подсказывают в комментариях, как бы сделали они. Среди таких людей есть профессионалы своего дела, которые сильны там, в гидравлике, в автоматике, сильнее меня. И ну, это интересно, обменяться опытом и вообще пообщаться. И у меня даже есть отличный знакомый, хороший, я не знаю, можно, наверное, другом назвать. Вот такой вот бокс о 70 метрах квадратных. Здесь осталось барахло от предыдущих владельцев. В общем, или арендаторов, не знаю, как сказать. Самым первым моментом я хочу разобраться с освещением и с электрификацией, потому что здесь все в очень плачевном состоянии, но напряжение есть. То есть сегодня я хочу попробовать победить напругу, как минимум поставить вставки. Больные места в этом боксе: частично осыпавшаяся штукатурка по низу стен, имеется также небольшая трещина. Также у предыдущих хозяев здесь какая-то полка сделана, которая, значит, вся отсырела, из ДВП отмокла, размокла. И, собственно, здесь вот тоже вот такое вот печальное состояние. Будем это все переделывать. Здесь автомат даже не включается. Вот такая вот грусть грустная. Кинули времяночку, пробуем включать свет. О! Ай, что-то тут жарится где-то. Что тут где-то горит у нас. Да, что горит масса. Не знаю, будет вам видно, нет? Хотя пока не очень видно. Вот. Только что было видно, как оно. Вот, видно. Видите? Так случаются пожары в электрощитах. Ну, мы выкинем этот щит, конечно же. Да будет свет. Почти везде. Вот так вот со светом выглядит этот гараж. Работы много. Пол, черновая такая стяжка, в общем, вся подразбитая маленько. Вот, господа подписчики, кто смотрит мой видеодневник, у кого какой опыт? Я вот не знаю, что здесь сделать. Я так понимаю, нужно делать... Я так понимаю, что можно сделать стяжку на какую-то определенную высоту, положив туда сетку, рабицу, и сделать какую-то разуклонку небольшую, для того, чтобы можно было, может быть, не под центр машины, а как-то в бок сгонять воду эту от снега там и все такое. На стяжку можно покрасить эпоксидной краской для парковок и для автомастерских. Значит, либо положить полиуретановый или ПВХ коврик такой есть, который на ласточкиным хвостом собирается. Картинки постараюсь сюда приложить, чтобы было видно. Вот. Либо третий вариант — кафель. Кафель сюда, на этот метраж, я так понял, только кафель без погрузки-разгрузки получился у меня примерно 450 плиток надо. 40 на 40, больше я размер не нашел. Вот у кого какой опыт есть, напишите в комментариях, пожалуйста, посоветуйте, что мне сделать с этим полом здесь. Потолок здесь обшит профлистом, и такие вот балки есть из профиля, швеллер, не пойму это или двутавр металлический. Здесь, я думаю, тоже нужно будет утеплять и подшивать какой-то потолок. Хотя можно ничего и не делать. Новый электрощиточек будет по красоте. Мучилась старушка и обгорели провода. Вот эти вот светильники
в темноте не очень видно, но те, которые на люминесцентных лампах с ДРЛами. И вот тот щиток, который я запускал первоначально, где-то что-то оттаяло и жахнуло. В общем, у меня погас свет. В итоге было решено нахрен не экспериментировать с этим щитком, отправить его сразу в утиль. Здесь все сейчас отключено и демонтировано. Осталось оторвать его и выкинуть. Новый щиток мы поставили сюда и еще не подключили. Скоро все будет. В общем, так гораздо лучше. Взяли для освещения светильники Jazzway. Это светильники PWP-C4. Не пойму, видно или нет. Против света, наверное, не видно. Вот такие светильнички. Ну, вы знаете, я скажу, светит достаточно неплохо на первый взгляд. А там дальше посмотрим. Я их взял на 70 метров квадратных 6 штук. И будет видно потом, как... Это вот с одной лампы сейчас освещает. Вот я поверну сейчас в направлении гаража. И будет видно, как оно... То есть 6 ламп должно, в общем-то, мне кажется, вполне себе хватить на общее освещение. Я решил все-таки купить сверло, сверлиться и крепиться вот так вот подвесами на болтах. Насквозь, конечно, эту швеллер приходится прокручивать, просверливать насквозь и прикручивать на болты. Но зато так надежнее, красивее и ничего лишнего. Процесс движется медленно, но верно. Освободил верхнюю полку, которая была сделана вот таким образом предыдущими хозяевами. Туда была наложена целая куча хлама всякого. Ну, видимо, нужные вещи на тот момент были. На сегодня я оттуда все освободил. И я хочу ее убрать полностью. Потому что в перспективе мне нужно сделать ворота, в которые сможет зайти автобус небольшой, например, Ивеко или Газель с тентом. Напоминаю, что я поставил светодиодные светильнички. Вот. На данный момент у меня здесь холодно и холоднее, чем на улице. На улице весна, сейчас у нас март месяц. Вот, снег еще лежит, но сторона солнечная, и это радует, потому что солнце будет светить целый день. Процесс движется, прошел час. Ну, с перекурами, с сжиганием мусором в бочке на улице. Процесс выглядит вот так. Значит, сейчас осталось там чуть-чуть дорезать. Профлисты я сейчас отсюда вытащу, которые там лежали. И у меня, ура-ура, будет тут здесь пространство наконец-то, чтобы ободрать старую проводку. Вот, еще, ребята, у меня, знаете, какая проблема? Ух ты, перчатка упала. Режем мы плазморезом. Он мне тут в гараже не нужен, но я его привез на время обрезки. Называется он Сварог, инвертор. Значит, CT416 содержит в себе плазму, тиг резкую. И, ну, я не знаю, какие там тиг-таг, аргон, плазма и дуговая сварка. Вот, ну, вполне себе неплохой аппарат. Жека Митрофанов и Игорюха Михайлов помнят этот аппарат. Мы когда-то давным-давно с ними ездили в Архангельск, приключения на жопу искать. Папа сегодня машину собирает, дашь нам? Устроишь все, чтобы... Да. Снимать будем размеры, еще там можно договариваться, что потом будет видеоролик. там мочи изготавливать и высылать в грузовой компании потом. Вот эту штуку. В которой вот листочек, который я забыл, видимо, на зеркале, да? Да, на свет, его... надо свет включить, Да, чтобы да, она... да. Ты его не выкидывай, Лев. Так что вот. Короче, пока полная засада, мы тут уже так на панике немножко. Что, второй день сегодня прошел, а результата нету. Да, труба не загибается, а она гармошкой сминается. Ну вот трубу надо загнуть под 90 градусов, да, грубо говоря. Она в моменте сгиба
гармошка собирается. Плавно получается. Нужен другой. Сначала со сваркой будет проблема. Как бы, ну, ну, мы как бы Вышли из пришлось положения. ехать в магазин, да, и покупать сварочный аппарат за 40 тысяч. Ну, да, и со сваркой проблемы решились сразу. Ну, как бы, будет все окей. Аппарат варит хорошо, нормально. 3 способами. Ну, как бы, за чей счет купили? За тот счет. Ну, За тот счет, если который- тот счет залупится, я его себе куплю. За- То есть, ну, как короче, бы из это этой нормально цепи, все. Которые пришли к траншу. Вроде как, может, завтра, если дадут, найдут Яхта за 8 мультов. турбогиб. Может, это и получится. Вот. Живем мы на яхте, здесь, которая стоит 8 миллионов. Да ничего. И, в общем, это приключения удались. И в процессе этих работ, значит, я приобрел себе вот такой вот аппаратик. Значит, еще есть такой компрессор. Тоже вполне себе, но его не хватает под эту плазму. Он достаточно быстро сжирает этот ресивер. Поэтому, кто работает или собирается работать плазмой, мы сейчас посмотрим. На 50 литров ресивера маловато будет. Маловато, понимаешь? Маловато будет. Собственно, куда я шел? У меня вот здесь вот есть, я там остатки пены задул. Пена у меня чуть-чуть была, так чисто дунул, потому что снег залетает. Есть вот такая проблема. На гараже, это угловой гараж, там дальше цех большой стоит. И здесь есть трещина. С улицы это дело выглядит вот так. Значит, и я... Ух ты, кирпичка тут понасыпалась свежего, да? Или это растаяло? И я никак не могу придумать. Точнее, я как бы вижу, как я это здесь законопачу. Разведу цемент, привезу кирпича немного. И везде, где оно там вываливается, расшевеливается, разберу, да куда оно разбирается, и соберу обратно на свежий раствор. Правильно ли это будет? И какие советы вы можете дать, что сделать с этой сыплящейся стеной? Здесь, видите, дальше цех бетона, это примыкающая стена. На кровлю я потом попаду, чтобы заделать, ну и проверить. Там крыша вроде как не течет, но снег через щели задувает. Задувает на профлист, который здесь лежит в промежутке. И когда он тает, в общем, оттуда у меня капает. Наверху я еще не был, там будет типа второго этажика в перспективе. Ну, не знаю, денег на все надо. Мешок или богатых каких-то родственников. Ворота в этом боксе стояли огромные, большие, стандартные, как в других таких боксах. Но, значит, предприятие, которое до меня владело этим боксом, они заложили и сделали ворота маленькие, ну, под хранение, не знаю, там, директорского автомобиля. Вот еще раз покажу, что здесь потолок начинается сразу. Высота 2,80. И там выше еще один этаж можно забацать. Видите, туда высота еще позволяет. Там можно будет паять всяко разное. И наконец-то я из дома вывезу свой хлам. Я, если хотите, могу показать свою комнату. Но не знаю, меня жена ну, не выгоняет из дома, но регулярно намекает мне на то, что пора этот срач прекращать. Вот. В общем, вот так. Спасибо всем, кто посматривает мой канал. Опять же говорю, я никому, ничему не учу. Вот что делаю, чем живу, то и снимаю, и себе как видеодневник. Спасибо, нас уже больше 300 человек. Это удивительно, потому что у меня занудно на канале и особо там ничего такого. Вот, но тем не менее, спасибо вам, друзья, что вы смотрите, поддерживаете, комментируете. Пожалуйста, там бывают негативные комментарии какие-то, как будто я кого-то какому-то говну пытаюсь научить, а я объясняю, никому ничему не учу. Как бы не нравится, так и не надо говорить, что я это какой-то тупорылый там или еще что-то. Я не исключаю, я тупорылый, это надо быть тупорылым, купить гараж с полуразрушенной стеной, чтобы там пытаться каких-то денег. Иди на завод, Саша,
Вот так говорят некоторые мои друзья. Хорош заниматься херней. Но, тем не менее, это... А так жизнь ярче, как мне кажется. Хоть и изнашиваешься быстрее. Всем пока.